Ха? Active Kiss Cable Car. Хавуха. Yes. Yeah. Получается, второй раз за 2 дня, мы приезжаем с утра и ждем, пока туча развеется. И не развеялась и сегодня. Но мы все-таки решились ехать, потому что быть в Дананге и не посетить самую длинную в мире канатную дорогу, это как бы обломно. Канатная дорога даже где-то мистически выглядит на данный момент, все облаками затянуто. И надеемся, наверху все-таки дождь пройдет к нашему времени, когда мы подъедем туда. Есть определенные графики того, как двигаются эти канатные дороги. Не на самую длинную сейчас, мы идем на более короткую, которая будет проходить возле водопада. Очень большая надежда, что все-таки получится так, что погода нам подыграет и хотя бы минут 15 буквально даст нам мост посмотреть, который поддерживается руками. Кстати, говорил я про золотые руки, это при освещении каком-то на 3D они здесь немножко подфальшивили. Белые руки простые и золотой мост, по-моему, вот так выглядит. Но сейчас увидим. На всей территории Санворда действует бесплатный Wi-Fi, а мы тем временем уже дошли до первой канатки. Я, честно говоря, не знаю, как они различаются по цветам или как, но я обязательно поясню, если разберусь в этом. Вот первый водопад, который на камеру на самом деле уже виден. Вживую, конечно, намного он могущественнее и реально у него такая серьезная мощь. У этой канатной дороги 2 заслуги в рекордах Гиннесса, он самый высокий и самый продолжительный в мире. Вот если посмотреть, что сбоку у нас, точнее, что сзади. Сбоку у нас джунгли. После дождя выглядит вообще атасно. Здесь реально уши закладывать начинает. Уже совсем высоко мы забрались. The sand beneath our feet, all too much between the land and sea, face to face, eyes the deepest blue, eyes that made me fall in love with you, and now it's hard to break, my feelings crash on you like waves, I may have dove too deep into you and me. Into the deep blue sea. Сразу после канатной дороги, на которой были виды просто ошеломляющие, мы вышли и наткнулись на вот такой своего рода вагончик, сделанный под ретро, который нас завезет, как я понимаю, прямо к мосту, который держат руки, на который мы хотели тоже сегодня обязательно подняться. Спасибо погоде, и на глазах распогодилось, и у нас синенькое небо сейчас перед глазами. Одевайте обязательно кофточки и берите с собой штаны, потому что здесь, так, может подморозить даже слегонцухи. Yeah, we said we let it go, but we settled for the last. Couldn't let you want it though. Who am I to let you down? No, who am I to let you down? Down, down.
на мосту есть ощущение, конечно же, что эти руки держат именно этот мост, и именно по которому вы идете. Этот мост парит как будто в небе, реально. К сожалению, не передать это, я не знаю, квадрокоптер, наверное, стоило бы, конечно, здесь запустить, которого у меня нет. К сожалению, вниз туда не пробраться, закрыто все заборами. Но я думаю, оттуда тоже можно сфоткаться, было бы прикольно. Просто фантастика, буквально 5 минут, которые нам понадобились, нам выделила погода, и сзади уже все просто, если присмотритесь, может быть даже этого и не надо делать, я просто не вижу, как там на камере это передается. На данный момент даже надежды не дает на то, что будет хоть что-то видно на мосту. Средняя была нами пройдена на данный момент канатная дорога, которую я немножко протранслировал. Кстати, если говорить про ценники, они что вне сезон, что в сезон не разнятся абсолютно. Года 2 назад ценники были чуть ли не в 3-4 раза дешевле. Но опять же, если говорить про сам Вьетнам и про развитие его, есть за что брать такие деньги, реально люди стараются. Все на территории парка расстраивается, если присмотреться вот в окно. Идет строительство парка, дополнительно каких-то замков. Зашли мы во французскую деревню, и, конечно, впечатление моментально, что ты во Франции. Дома, замки и плюс ко всему еще музыка. На самой высокой точке парка расположены пагоды. Данное место подарило нам 3 варианта. Сейчас идет легкий дождь. До этого мы просто гуляли в облаках. И еще ранее мы застали даже синее небо. Короче, наконец-таки мы все-таки покорили вершину данную, потому что думали уже перекладывать наш переезд в Ханой еще на день. В планах было завтра с утра вставать и опять ехать в эту область. И опять пробовать дожидаться хорошей погоды или хотя бы, чтобы не было дождя. Высоко-высоко в горах мы нашли все-таки, что будет нам по душе. Нашли ресторан Баку, заказали хачапури и будем кушать во Вьетнаме в высоте птичьего полета хачапури родной. В 1900 году место обнаружили французские колонисты и решили сделать здесь горный курорт. Соответственно, сразу же были построены виллы, и вскоре место стало французским целым полноценным городом. С целой 15-километровой дорогой к пику горы. С более чем 200 частными домами и виллами, то есть здесь вообще нормальный лаунж был.
К концу 40-х, 1900 имею в виду, здесь расположились несколько отелей, но Вторая мировая война нанесла разрушение данному месту, полностью восстанавливалась и очень длительно. В парке расположились на данный момент разнообразного рода развлечения, и есть детский зал целый, но здесь никак. Мы были вот буквально недавно в Винперле, здесь все платно. И благодаря географии горный курорт окружен уникальным климатом, способствующим совершенному восстановлению сил. Удивительный сюрприз, который нам подарил Дананг и в частности Банахил. Санки, которые расположены я думаю, на нашем пути, по крайней мере, это самые высокие вообще санки, на которых мы катались, и они абсолютно бесплатны. Roll it, hit it, light it, action, pass it, fuck it, body, smash it. Nigga, you don't know me, pay me what you owe me. Cop another Ozy, roll another stogie, pass it to the homie. Homie, pass it to the homie. If she throw it at me, I'ma dive like a donut. Yeah, I know she want me, other niggas phony. I don't even wanna make a good impression. Do it for the homie. Homie, do it for the homie. If she feeling funky, jump it off for the homie. Кто прокатился в Далате, конечно, сразу поймет, что саночки поюзанные здесь. И, конечно, если говорить про то, какое количество времени вы едете, это даже с Винперлом не сравнится. На 3 горках катались. В Далате самые впечатляющие пока на данный момент и самые длинные. Мы направляемся в Дананг, как написано для дурачков, или Exit, как написано для большинства. Здесь, кстати, такие вентиляторы прикольные, продуманы, для того, чтобы не чувствовали себя люди, которые задержались, как мы, до поздна. И здесь уже близится, на самом деле, тот самый зимний период, та зимняя часть, про которую многие говорят, и начало холодать изрядно. Those footprints will be gone with the waves that carry on in the same renewing motion, and our hearts left by the ocean. Those footprints will